Всем привет! Вы находитесь на канале Real Fraud Story, и мы с вами давно не виделись. Сегодня у нас необычное видео. Я думаю, вы заметили, что я все-таки сижу не перед компьютером, а за отдельным столом, ведь нам есть о чем поговорить. Но перед тем, как мы начнем это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, а также можете заходить ко мне в телеграм-канал, который называется также Real Fraud Story. Сегодня вас ждет невероятное видео, которое, я думаю, будет еще долго обсуждаться, по крайней мере в моем канале. Поговорим о букмекерских конторах и о тех, кто их рекламирует, какой ценой завлекает людей и на что делается упор в этом бизнесе. Как вы знаете, сейчас у нас везде засилие рекламы букмекерских контор. Куда бы вы ни взглянули, везде реклама. Включаешь сериал, там реклама. Включаешь телевизор, там реклама. Включаешь какое-нибудь YouTube-шоу, и там реклама. Заходишь почитать спортивные новости, там просто какая-то жесткая реклама. Например, недавно я включил новый стендап Сергея Орлова. И что мы видим? Сергей стоит на фоне какой-то сумки, на которой изображен логотип Винлайн. Отличная нативная реклама. Но знает ли Сергей, что Винлайн 100% не заплатит? Что если вы выиграете там какие-то крупные относительно деньги, в размере 50 тысяч рублей, например, то вас закидают всевозможными проверками. И даже если вы их пройдете, то после этого ставить вы там не сможете. Неужели Сергею мало денег? Понятно, что жадность людей не знает границ, но зазывать людей в откровенный скам – это мерзко. Да, можно оправдать любых звезд, которые рекламируют букмекерские конторы, тем, что они не знают про скам внутри этой деятельности. Но если они рекламируют что-то без проверки, это тоже говорит далеко не в их пользу. Другая новость. Михаил Сергачев стал амбассадором букмекерской конторы Пари. Этого я вообще понять никак не могу. У человека контракт на 8 миллионов долларов в год, и он подписывает соглашение с откровенными мошенниками, руководитель которых прямо в своем канале писал, что платить не будет профессионалам. Каким профессионалам? Ну, я, естественно, понимаю, что за профессионалов он имеет в виду. Я даже снимал об этом видео. Оно появится вот здесь. Знает ли Михаил об этом? Или если ты занимаешься благотворительностью в одной сфере, то можешь делать деньги на слабостях других людей и чувствовать себя отлично. На этот вопрос вы можете ответить сами. Александр Овечкин, российская легенда хоккея, один из самых известных спортсменов в мире, тоже успел испачкаться в дерьме. Он амбассадор букмекерской конторы Фонбет и даже проводит свой турнир по киберхоккею, на который принимают ставки каждый день. Фонбет также много раз замечен в разном мошенничестве. Или веб-сайт Sports.ru, на который заходишь почитать новости, но просто утопаешь в рекламе разных букмекеров. На все эти мои претензии часто звучат следующие аргументы. Люди говорят о том, что делать ставки – это выбор каждого. Но ведь это же бред. Вы также можете рекламировать любой скам и говорить, что это выбор каждого. Но если вы лидер мнений, то вы обязаны нести ответственность за свою рекламу. Второе оправдание, которое может прозвучать. Те, кто рекламирует, не знают о том, что конторы не платят. Но если вы что-то рекламируете без тотальной проверки, то это многое говорит о вас, как о личности. Если же для вас деньги важнее, чем то, что вы рекламируете, то тем более вы заслуживаете все эти претензии, которые я вам высказываю. Важный момент, что люди рекламируют все эти конторы с помощью своих промокодов и получают деньги от проигрыша других людей. Вы замечали, что все эти люди часто еще и пишут «вводи промокод такой-то, получи бонус», а это значит, что все эти люди будут числиться за своим амбассадором, и этим людям будет перепадать 50% от проигрыша всех приглашенных. И если люди говорят об этом промокоде, а часто мы слышим, например, в передаче «Скользкий лед» про промокод, значит, они в курсе и сознательно загоняют людей именно для заработка еще и от их проигрышей. Обратите внимание, если какой-то лидер мнений или ваш любимый блогер говорит постоянно о том, что регистрируйся в конторе такой-то и вводи промокод такой-то, получишь определенный бонус, это не значит, что он такой щедрый и хороший человек. Это означает, что он мерзкий, поганый человек, который хочет забрать твои деньги. По статистике, 98% людей, которые делают ставки в букмекерских конторах, убыточные, и отсюда человек, который тебя туда зазывает, естественно, рассчитывает на то, что ты проиграешь. Поэтому, если тебя зазывает твой любимый блогер сделать ставочку и получить какой-либо бонус, это означает только одно. Он хочет тебя кинуть на деньги. Также я бы хотел обратить внимание на то, что все эти люди, Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Сергей Орлов,
завлекают людей в лудоманию. Лудомания — это процесс, который разрушает личность. Я сам испытал это. Ты не можешь ни на чем концентрироваться, а деньги тебе нужны только для игры. Не каждый может стать лудоманом, но 50% людей точно склонны к этому. Все блогеры, звезды ТВ, спортсмены и прочие люди, которые рекламируют азартные игры, становятся соучастниками всего этого действа и способствуют разрушению чужих жизней. А есть случаи, когда люди, делающие ставки, даже решают прекратить жизнь. Все это ответственность этих людей. Часто люди могут оправдать это тем, что это же не казино, и ты можешь проявить свои аналитические способности. Но все это разбивается о том, что если ты будешь выигрывать, платить тебе сразу перестанут. Это очень важная тема, которую никто не поднимает. Я поднимал ее много раз на своем канале. О том, что букмекерские конторы в России никогда не будут платить плюсовым игрокам. Максимум, что они сделают, это когда вы выйдете в плюс 30 тысяч рублей, они выплатят вам один раз, ограничат прием ставок и скажут: идите в другую контору. Вы пойдете в другую контору, вам еще раз выплатят 30 тысяч рублей, и все. И получается, что вы даже не можете делать ставки, если вы выигрываете. Но еще вас закидают кучей проверок, заставят фоткать голую жопу со своим паспортом, военный билет, загранпаспорт, СНИЛС, ННН. Все на свете вам надо будет сфоткать, счета за коммунальные услуги, а в какой-то одной из конченных контор вам даже придется ехать в Москву. Даже если вы живете в Южно-Сахалинске, и у вас застряла сумма 10 тысяч рублей, вам скажут: приезжайте в Москву на нашу личную верификацию, потому что вы вот такой вот честный нечестный, игрок, который выиграл у нас. Вам будут задавать странные вопросы про правила по видам спорта. Например, что такое пробежка в гандболе или за что назначают фолы в баскетболе. И если вы хоть на один вопрос не ответите, вам ничего не выплатят, потому что если вы не разбираетесь в этом виде спорта, то как вы могли делать ставки? Если вы делали ставки наугад, то это мошенничество по правилам букмекерской конторы. Но самое главное, что вы даже не можете пойти в суд, ведь в суде вам не помогут, потому что вы согласились с правилами букмекерской конторы, когда регистрировались, и из-за этого контора всегда будет права. Никаких рычагов давления на букмекерскую контору в России нет. Если они захотели вам не заплатить, они и не заплатят, и вы никак не добьетесь справедливости. Еще люди, которые зазывают букмекерские конторы, говорят о том, что это не способ заработать. Конечно, это не способ заработать, но психология людей так устроена, что они всегда захотят отыграться, если проиграют, а если выиграют, захотят выиграть еще раз. Поэтому, стеля себе соломку про ставки, что это так, на один раз, на вечер, подогреть интерес, вы в любом случае заманиваете человека в грязный бизнес, где психологи из букмекерских контор с помощью разных приемов, фрибетов, каких-либо бонусов или еще чего-то будут пытаться затянуть слабых людей в игру. Что вообще такое букмекерский бизнес? Букмекерские конторы — это площадка, где у вас есть возможность сделать ставки на любые события и при победе получать свой выигрыш. А контора просто забирает свой процент за то, что принимает ставку. Так это должно работать. А как это работает на самом деле? Работает это так, что как только вы выходите в плюс 30 тысяч рублей, вас блокируют и устраивают вам ад. Вам никто не будет платить, даже если это самая известная контора в стране. Нет хороших букмекеров. Нет ни одной честной конторы в этом бизнесе, по крайней мере на территории СНГ. Сейчас на экране появятся скриншоты из чатов, в которых профессионалы, которые занимаются этим уже многие годы, просто общаются, и видно, что сталкиваются с большими проблемами, как вывести деньги. Если уж у таких людей есть проблемы, то какие проблемы будут у простых людей, делающих ставки? Я прошел через все это. От взлета на много миллионов вверх и профессиональной игры с тонким расчетом до падения вниз, потери всего, невозможности сконцентрироваться на чем-либо и мыслях только об игре. Я знаю, что это за дорога и как это влияет на людей. Поэтому все, кто рекламирует букмекерские конторы, это люди с пониженной социальной ответственностью. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Подписывайтесь в Телеграме по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Еще больше крутого контента уже скоро. Всем пока!